В то лето, когда произошла эта удивительная история, мы с братом были еще подростками. Мне 16, ему 14. Родители каждое лето отправляли нас в деревню погостить у деда с бабушкой. За последний год, что мы не виделись, дед сильно постарел. Раньше был крепкий и сильный, казалось, что ему сносу никогда не будет. Но, видимо, у всего есть предел. В то лето дед часто держался рукой за сердце и с трудом передвигался по двору с палочкой. «Значит, пришло ваше время, внучата, поработать, помочь сено для коровы и кроликов на зиму заготовить», объявил нам дед Олег. А что, мы были совсем не против поработать и помочь бабушке с дедом. Парни мы были крепкие и спортивные, но косить косой совершенно не умели. Вот и стал дед обучать нас, как правильно косить, чтобы от нас была хоть какая-то польза. Дышите ровно, пяточку косы к земле слегка прижимайте, силой не надо давить. Косу пусти, она сама все выбреет. Траву лучше всего косить утром, рассказывал нам дедушка. «Это почему так?» — поинтересовался брат. «Слышали, говорят в народе, коси коса, пока роса. Вечером трава отсыревает, а утром роса обильная, поэтому косить легко. Оводов нет. И главное, не жарко. Не положено косить траву в самый зной. От жары беда может случиться. Солнечный удар, например». Закончил свою речь дедушка. Теперь все понятно. На следующий день получили задание от деда — выкосить полянку между лесом и речкой. Вечером пойдете, отдохнете ночью в шалаше, а рано утром начнете работу. Таков был план деда. До поляны было 2 километра. Мы пришли туда под вечер, нашли шалаш, обустроились и захотели искупаться. А вокруг красота такая. Птицы пели, прощаясь с уходящим летним днем. В реке плескалась рыба. Мы все бросили и купались в реке, пока еще солнце совсем не спряталось за деревьями. Потом развели костер, приготовили ужин, и брат предложил пойти вздремнуть в шалаш. Но мне почему-то не спалось. Ближе к рассвету я решил посидеть на берегу реки. Я любил пройтись вдоль речки, вдыхая свежий и неповторимый аромат полевых цветов. И в тот момент, когда я шел по тропинке, мимо меня промелькнула в траве рыжая спинка. Я насторожился. В деревне в каждом дворе обязательно есть сторож, собака на цепи. Такая у этих собак работа, не то что у городских неженок. Вот и в нашем дворе была небольшая рыженькая собачка по кличке Кегля. Почему ее так звали, я уже не помню. На пахучем сене копошились 3 маленьких щенка. Мать нежно вылизывала их своим языком, закрывая при этом глаза от счастья. Мы с братом тоже с удовольствием возились с карапузами и могли часами сидеть рядом с ними. Кегля не была цепной собакой и ходила свободно, где хотела, по всему селу. Но сейчас она была занята воспитанием своих малышей и никуда со двора не отлучалась. Время шло, и когда малыши подросли, мы стали замечать, что Кегля иногда надолго оставляет щенков одних. Ее довольно долго не бывает, и возвращается она к своим детям со стороны леса. Это меня совсем сбило с толку. Я стал за ней наблюдать и понял, что она каждый раз уходит в лес, а через продолжительное время возвращается к своим детям. И вот сейчас я понял, что в траве видел именно нашу собаку. Это точно была Кегля, и я сам не знаю, зачем пошел за ней. Я углубился в лес довольно далеко, остановился на краю полянки и стал искать глазами нашу Кеглю. Собака исчезла из вида в высокой густой траве. Я быстро преодолел открытое место и стал присматриваться. Но слабый писк привлек мое внимание. Прямо под моими ногами на небольшом холме была нора, и звуки доносились оттуда. Я сел на корточки и прислушался. Мне показалось, что из норы кто-то пытается выбраться наружу. Отбежав и спрятавшись за большим деревом, я стал наблюдать. В какой-то момент из норы выскочила Кегля, а за ней 2 маленьких лисенка. Собака прилегла на бок, а они, попискивая и отталкивая друг друга, прилипли к соскам. Кегля подняла в небо свою маленькую голову, закрыла глаза. Выражение у нее на мордочке было такое же, как в тот момент, когда она кормила и вылизывала своих собственных детей.
Вдоволь наевшись, лисята устроили веселые игры со своей приемной мамой. Они прыгали через лежащую на земле кеглю, кусали ее за нос и теребили ее маленькие беспородные ушки. Когда они наконец-то успокоились и улеглись под теплый пушистый животик своей кормилицы, кегля ласково вылизала каждого лисенка, как своего собственного ребенка, закрывая от счастья глаза. У этой маленькой собачки хватило любви и на этих, видимо, осиротевших малышей. Я чуть не прослезился при виде такого трогательного зрелища и потихоньку старался покинуть полянку, хотя прекрасно понимал, что кегля знает, что я здесь, ведь собачий нюх и слух не обманешь. Значит, она сама захотела, чтобы я был посвящен в ее тайну. Я еще больше растрогался, осознав, какое доверие оказала мне эта маленькая собачка. Теперь я понимал, почему она так надолго уходит в лес, оставляя своих щенков одних в будке. Она выкармливает бедных лисят, которые почему-то остались без матери. Вернувшись к шалашу, я разбудил брата и все рассказал. Брат с трудом поверил в такое, и я предложил в следующий раз вместе проследить за ней. Но он предложил другое. Давай собирать после обеда кусочки мяса, колбасы и сыра для кегли и всех ее детей. Бабушка, конечно, хорошо ее кормит, но она ведь не знает, что кегля у нас мать-героиня. Я был только рад такому предложению. Во-первых, собаке и ее детям теперь точно хватит еды. У кегли будет много молока, и все малыши будут накормлены. А во-вторых, объединенные общей тайной, мы с братом стали еще дружнее. Теперь я это точно понял. Под предлогом того, что нам не хватает опыта и сноровки, мы косили траву на поляне у леса еще несколько дней. Дед ворчал, но поделать ничего не мог. С тех пор прошло уже много лет, но эта картина так и стоит у меня перед глазами, как будто это случилось вчера. Как она нашла их, одному Богу известно, но одно я знаю точно: собаки — это ангелы на земле, оставленные здесь для человека. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.